Всем привет! Сегодня готовим самый знаменитый рецепт во всем мире. Досмотрите до конца, и вы увидите, как же это все просто, но самое главное, очень-очень вкусно. Ну и как вы уже поняли, нам понадобится две половинки куриного филе. Его нужно будет хорошо вымыть, высушить, обрезать из него все лишнее, по вашему мнению. А затем аккуратно ножом нужно разрезать каждую половинку вдоль ровно пополам. Далее разрезанные половинки накрываем пищевым целлофаном, берем молоток для отбивных и хорошо отбиваем. Самое главное, не перестарайтесь, нужно сделать так, чтобы в мясе не было дыр. Ну и не забывайте, что мясо нужно будет перевернуть и отбить со второй стороны точно так же. Ну а затем отбитое мясо с двух сторон нужно будет посолить и поперчить. Соль и перец добавляйте, как всегда, по своему вкусу. Затем все куски складываем в стопку в отдельной тарелке и отставляем в сторонку, пускай оно немножко промаринуется. Ну а пока будет мариноваться мясо, мы приготовим супер вкусную и нежную начинку. Берем 5-6 шампиньонов средних размеров. Полностью все шампиньоны стараемся нарезать на небольшие кубики. После этого их нужно будет обжарить самым любимым вашим способом. Обжаренные грибы отправляем в отдельную глубокую тарелку и отставляем на немножко в сторонку. Ну а дальше нам понадобится примерно 10-12 черносливин, и их нужно будет постараться хорошо измельчить, так чтобы они более-менее были похожи на обжаренные грибы. Измельченный чернослив сразу же отправляем в тарелку к обжаренным грибам. Затем нам понадобится 2-3 зубчика чеснока и 100 грамм твердого сыра. Вначале берем и чеснок натираем на мелкой терке, а затем сразу же на той же терке нужно будет натереть твердый сыр. Не бойтесь, они вам не покусаются. Полностью весь натертый сыр и чеснок отправляем в тарелку к черносливу с грибами. Далее берем ложку или вилку, кому чем удобнее, и очень хорошо все, что есть в тарелке, перемешиваем. Затем вот это все я решил немножко поперчить. Также вы можете добавить свои любимые специи. Самое главное, не добавляйте соль, потому что сыр у нас уже соленый. Но, если вы желаете, по вкусу можно добавить. Еще в эту же тарелку нужно добавить 2 столовые ложки сметаны, любой, которая у вас есть. Если нету сметаны, ее можно заменить на майонез. Ну а затем еще раз нужно будет все очень хорошо перемешать. Далее берем мясо, которое мы отбивали, и оно у нас уже немножко промариновалось. Берем примерно 1-1,5 ложки начинки, которая у нас получилась. Примерно всю начинку разделите на 4 ровных части и вот так вот по одной части укладывайте на каждый кусочек мяса. Хорошо равномерным слоем его разровняйте, так чтобы с одной стороны примерно 2 см было без начинки. Ну а далее сворачиваем все красивым плотным рулетиком, отставляем его в сторонку и точно так же делаем со всеми 4 кусками мяса, которые вы заготовили. В ту же тарелку, в которой у нас была начинка, отправляем 2 столовые ложки сметаны. К сметане добавляем немного соли, немного черного молотого перца, их добавляйте по своему вкусу. И еще я сюда добавлю немножко прованских трав. Также вы можете добавить свои любимые специи. Ложкой все очень хорошо перемешиваем. Далее нам понадобится еще одна тарелка. В нее мы будем добавлять кукурузу для панировки. Если нет панировочной кукурузы, можно использовать обыкновенные панировочные сухари. Итак, смотрите, берем каждый рулетик. Вначале мы его будем хорошо обволакивать в сметане со специями. Рулет в сметане нужно обмакать так, чтобы сметана покрыла полностью весь рулет со всех сторон. Ну а затем вот этот рулет очень хорошо будем обволакивать в панировке из кукурузы. После этого рулет в кукурузе отправляем в форму для выпечки. Точно таким же образом нам нужно сделать полностью со всеми рулетиками, которые вы заготовили. Ну вот как-то так у меня все получилось. Далее эту форму отправляем в разогретую духовку до 190 градусов на 35-40 минут. Через 40 минут достаем все из духовки, дадим нашему блюду немножко остыть. Перекладываем все в отдельную тарелку и можно смело подавать на праздничный стол. Блюдо получается очень вкусным и очень необычным. Блюдо получилось не только очень вкусным, но и необыкновенно красивым. Форму держит отлично. По вкусу я уверен, что вы так еще не пробовали. Так что рекомендую вам попробовать хотя бы один раз, а затем я уверен, вы надолго оставите этот рецепт у себя в любимых. Ну что ж, друзья, на этом у меня на сегодня все. Если вам понравилось, обязательно поставьте лайк. Если не понравилось, давайте обсудим в комментариях, что именно вам не понравилось. Также предлагаю вам посмотреть один из моих прошлых роликов, который тоже не менее вкусный и необычный. Ну а на этом все. Всем пока, всем до скорой встречи на канале Аппетитная кухня.